Привет, это «Испытание правдой». Здесь я отвечаю на ваши вопросы, испытывая вас на прочность. И если градус правды повысится, у меня всегда есть стоп-слово. Ради бога, флюги Гехаймен. Уверены? Да, прошу вас. Ваше право. Внести флюгегехаймен. Итак, поехали. Спортзал помогает? Кому-то помогает зарабатывать точно, владельцам. А вообще, во-первых, спортом можно заниматься не только в спортзале, но есть люди, для которых важна коммуникация, вот это комьюнити, и для них, конечно, спортзал – это еще одно место для нетворкинга. У меня с этим сложности. Я пытался ходить в спортзалы, но нетворкинга там так себе для меня. Да и со спортом тоже не ага. Поэтому для меня спортзал не в списке приоритетов для походов. К сожалению. Прыгнешь с парашюта, только если жизнь заставит. Пока не заставляет. Да и высоты я боюсь. Да и все, что добавляет адреналина в жизнь, мне вообще не нравится. Просто я понимаю некоторых людей, которые прям кайфуют от этого. Мне даже в мыслях представить себе это очень трудно. Примерно как залезть на какую-нибудь высоченную гору. Не. Возможно, у меня какая-то болезнь, отрицание адреналина. Как сохранить верность жене в сухом прохладном месте? Да не знаю я как. Это как бы было откровение. Верность – это же про самого себя. Сохраните верность самому себе. Это гораздо важнее. Сформулируйте принципы. Их соблюдать очень трудно. Так что начните с себя, это очень важно. Потому что давать обещания кому-то, вы же всегда найдете, что соврать потом и так далее. А себя не обмануть. Не получится. Туризм может стать работой, лишь бы не тяжким трудом. Вообще, конечно, много бизнесов в сфере туризма. А если вопрос про путешествие куда-то, огромное количество разных проектов, блогеров путешествуют, я думаю, для них это давно уже работа. Но все же вот этот вот дополнительный бонус в виде ответственности за собственное путешествие, он давит. То есть ты как бы обязан уже что-то делать. А это неприятно. По крайней мере, мне. Можно попробовать. Почему бы нет? Тся или тся? Интересно, к какому слову вы приглядываетесь, чтобы не ошибиться. Это важно, конечно, правила русского языка соблюдать. В разговорной речи разницы никакой, а на письме, я думаю, что вам какой-нибудь Word подсказывает красными волнистыми линиями. Не подсказывает? Почему от девушек так много волос? О наболевшем. Да не больше этих волос. Я думаю, что этих волос столько же, сколько и от мужчин. Просто женские чаще всего подлиннее. Или, может быть, это как раз та боль из ванной комнаты, где их скапливается в изобилии. Что ответить?
Такая особенность. Смирить или не смирить. Как избавиться от приворота? Насущный вопрос. Если вас он мучает, я думаю, что пришло время вам уехать из своей деревни. У городских жителей таких проблем обычно не бывает. А если вы уже в городе, то покиньте свою внутреннюю деревню. Зачастую она действительно выезжает гораздо позже, чем все остальное из человека. Есть проблемы и поважнее, чем приворот. Но если ищете каких-то рациональных ответов на этот нерациональный вопрос, наверное, есть какой-нибудь антиприворот. Есть же? Кто стал мисс Болгария? Надеюсь, болгарка. Именно так мы себе и представляем мисс этой страны. Я не знаю, я не слежу за подобными конкурсами. Не то чтобы мне не нравится смотреть на красивых женщин. Борьба за титулы, говорит вам мистер Отель египетский. Какая-то это пошлость, мне кажется. В смысле, не пошлость, для какого-то этапа развития норм, а потом... не знаю, не мой вид развлечений, а вы как? Поглядываете, кто там сейчас мисс Болгария? Тебя пугает молния, только расстегнутая на джинсах и не моих. В детстве нас всех пугали шаровой молнией, поэтому окна-то и форточки должны были быть закрыты во время дождя, потому что молния, она шансов не оставит. Мне, кстати, когда я чуть повзрослел, все время казалось, что это какие-то выдумки. Оказалось, что нет. Молния действительно бьет, убивает, пожары устраивает. То есть это как бы не хихоньки да хахоньки. То есть все-таки вот эти громоотводы, они полезные. А пугает не молния, пугает гром. Грохотом, раскатами. Сейчас уже меньше. Но проснуться от грома ночью тоже так себе удовольствие. Искусственный интеллект отнимет мою работу? Главное, чтобы искусственный интеллект не отнял ваш отдых. А работа? Если ваш труд связан с самореализацией, то никакой искусственный интеллект ее не отнимет, а скорее даже поможет. Заберет все рутинные процессы. В принципе, для этого он и создан. Отсекать лишнего в вашем стремлении к красоте. А если вы человек-процесс, и, в общем-то, без вас людям жилось бы только лучше, то искусственный интеллект, конечно же, поможет. Искусственно-интеллектуальные суды, искусственно-интеллектуальные законодатели. Искусственные законодатели были бы хорошими, но еще лучше, наверное, были бы искусственные исполнители. Да. Вперед, искусственный интеллект. Понял, нет? На этом сегодня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свой комментарий и звоните в колокольчик.